Российские железные дороги – одна из самых больших загадок прошлого. И глядя на старые исторические материалы, начинаешь понимать, какой масштаб фальсификаций был проведен в их истории, как, впрочем, и во всей истории царской России. Тема старых железных дорог Российской империи очень интересна, как, впрочем, любая промышленная тема XIX века. Про железные дороги в Российской империи даже стихи складывали о том, какой там был тяжелый труд. Труд там был действительно тяжелый. При таких объемах работ степень механизации труда была крайне низкой. На фото строительство Амурской железной дороги на 568 версте в 1911 году. Насыпь на заднем плане выполнена вручную, а это колоссальный объем работ. И видно избы, которые засыпал селевый поток, который, по всей видимости, был совсем недавно. В таких избах и жили строители. Условия, сами понимаете, тяжелейшие. Но в итоге страна получила пути сообщения, давшие мощный толчок ее развитию. Эти пути сообщения были совсем не такие, как сейчас, но на то время это было величайшее достижение техники. Ну и как говорят историки, российское развитие железных дорог, как всегда, отставало от европейского. Это неудивительно, расстояние, совсем не те и другая специфика государственного устройства. А какими были? Те самые первые пути сообщения. Из технических решений, используемых тогда, сейчас остались разве что путевое и вагонное хозяйство, и то не без изменений. Принципиально изменились с точностью да наоборот тяговая часть, ТЧ, шифровальная часть, ШЧ, энергоснабжающая часть, ЭЧ, и другие службы, железнодорожники поймут, что это за аббревиатуры. А всегда ли эти изменения двигал технический прогресс? Давайте посмотрим и начнем с малого, систем водоснабжения паровозов. Как известно, вода паровозу нужна так же, как и топливо. Без нее не будет работать паровой котел. И естественно, что при каждой крупной станции имелся пункт по заправке паровозов водой, как, например, на фото. Вода для такого пункта добывалась в общем по стандартной схеме: водозабор, водоподъемное устройство, накопительное устройство, устройство раздачи. Сохранилось много старых фото этих узлов. Например, фото не сохранившегося водоподъемного здания станции ОП Среднесибирской ЖД, ныне в том виде несуществующей. Теперь это Новосибирск главный, официальное издание фотоальбома «Великий путь» от 1899 года. Очевидно, это одно и то же фото, только на верхнем из трубы подрисован дым. Зачем? Если приглядеться к нижнему фото, видно, что дыма нет вообще. Даже листья деревьев над трубой просматриваются очень хорошо. Из опыта работы с такими фото определенно могу сказать, что если ретушер подрисовал какую-то деталь к другой существующей детали на фото, то в этой существующей детали и надо искать подвох. А где он тут может быть? Как ни странно, есть еще одно фото этого места, причем сделанное явно не в один и тот же день с предыдущим, и опять что-то подрисовано или неаккуратно забелено возле верха трубы. Зачем ретушеру так сильно понадобилось уделять внимание этой части трубы, а именно искусственно показывать наличие выходящего дыма? Если рассуждать по-восточному от противного, то получается, что дыма тут не было вообще и быть не могло. А как же вода для паровозов? Она нужна вне зависимости от сезона, и зимой, и летом. А в случае примера с масштабами станции ОП объем потребляемой воды был значительным. И даже на пути от этого водоподъемного здания до водосборника стояли промежуточные водоподъемные станции, которые еще местами сохранились в том районе Новосибирска. Сложно сейчас сказать, каким образом эта система выглядела географически. Станция ОП реконструирована практически полностью, картографических материалов о ее первоначальном виде в свободном доступе нет. Для чего же все-таки понадобилось подрисовывать дым? Ответ, скорее всего, надо искать в похожих фото других водоподъемных устройств на других станциях того времени. Тем более, что попалось еще одно интересное фото. Это вид на водоподъемное здание Веолиема станции Вильно-Варшавской ЖД в 1911 году. На фото четко видно, что труба заделана металлическим кожухом и даже дым пририсовывать не стали. А для чего трубу понадобилось так заделать? Скорее всего, это не консервация для вывода из эксплуатации, других систем водоподъема там просто не было. Получается, труба ли это вообще?
Кстати, сохранилось очень много старых фото подобных сооружений из разных географических мест. Это станция Луга-Варшавской ЖД в 1911 году. Это станция Камала-Сибирской ЖД в 1910 году. Это станция Дарк-Кох Ростово-Владикавказской ЖД в 1913 году. Как видим, везде одно и то же: дыма из труб не выходит, скоб для поднятия кочегара, но трубу нет. Знающие люди подтвердят, что без периодической прочистки продуктов сгорания на стенках такие трубы проработают недолго. Но факт есть факт, снаружи наверх такой трубы трубочисту не залезть. Вроде на первый взгляд странно, но все станет ясно, еле эти трубы являются ничем иным, как деталью насоса, работающего с использованием атмосферного электричества. Как вы поняли, никаких таких конструкций до настоящего времени не сохранилось нигде. В сети имеется много типовых чертежей водоподъемных зданий. Может, что-то интересное есть там. К примеру, вот такой чертеж, только сложно понять, рабочий или исполнительный. Почему-то не указана техника в здании, но не суть важно, возможно, акцент делали на самом здании. Специалист сразу же заметит некоторые несоответствия логике. Во-первых, дымоход топки при относительно невысокой трубе зачем-то идет горизонтальным участком ниже нулевой отметки. При отсутствии дымососа тяга таких печей оставит желать лучшего. Подобные конструкции применяют в основном в печах Амосова или в ретортных печах, где делают древесный уголь, и то не во всех. Ну или в коптильнях холодного копчения, если кто видел. Во-вторых, как-то странно расположено помещение паровых котлов слева и насосного оборудования в центре. При организации трансмиссии по логике вещей насосы должны стоять в параллельной линии к котлам, а не перпендикулярно для упрощения конструкции шкивов. Здесь же все наоборот. Указано 3 места под котлы и 3 под насосы, может быть, в таком количестве они использовались, если бы не другой чертеж. Как ни странно, именно в газовых заводах и используются ретортные печи, а само водоподъемное здание, хоть и без трубы, выглядит совсем по-иному. Очевидно, в первом чертеже инженер, или не совсем инженер, просто адаптировал в водоподъемное здание чертеж газового завода. Там действительно все просто, 3 печи и никакой трансмиссии. В пользу этого вывода есть еще один найденный чертеж. Специалисты по котлам, посмотрите и удивитесь. Что это за непонятность нарисована вместо котлов, так, что в трубе есть вкладыш с обязательным зазором от материала трубы. Открытого огня в трубе быть не может, а раскаленный воздух там явно не разрушающий фактор. Но труба нарисована по всем правилам, горизонтальная часть дымохода находится на нужном уровне. И никакой трансмиссии от котлов до насосов, причем не то что трансмиссии, а даже шкивы условно не прорисованы. Насосы указаны вполне реалистично, но что за цилиндрические детали стоят на них? Очень странно. В приемном колодце на концах вводных труб стоят какие-то похожие элементы, но скорее всего это просто фильтры. В подобной схеме вторые насосы не нужны, хотя тут тоже все зависит от расстояния между колодцем и зданием, а также диаметра подводящей трубы. Как вы уже поняли, ничего подобного в Херсоне не стоит уже давно, даже зданий нет. Ну, собственно, на этом констатация чертежей закончилась, и начались предположения. То, что это не паровой котел, лично мне уже ясно. Просьба, если заблуждаюсь, возразите. А скорее всего, это слегка видоизмененный камин, который не использовал сгорание топлива. Если точнее, то вкладыш в трубе выполняет ту самую функцию сбора атмосферного электричества, которая направляется в большой цилиндрический предмет на месте котла. В нем происходит какое-то преобразование энергии, в результате чего выделяется тепло, которое в виде нагретого воздуха удаляется через трубу. На одном из фото на трубе есть сетка, что говорит о том, что выходящий из нее газ не имеет примесей. Но это тепло – обычные потери за счет преобразования энергии, полезная составляющая от которого используется или принимается малым цилиндром, стоящим на насосе и выполняющим функции двигателя насоса. Получается этакого рода трансформатор, работающий по совершенно доселе неведомым законам. Насос, судя по трубам ввода-вывода, нарисован вполне реалистично. Это обычный жидкостный вращательный насос типа улитка.
Без всяких клапанов. Возможно, чертеж упрощен, и эти вкладыши в трубе идут по всей ее высоте. Недаром там вся внутренняя часть трубы поделена на 3 конических участка. Для обычного дымохода это совсем не нужно. Собственно, обратите внимание на сооружение слева в главной картинке. Что там торчит из трубы? Получается, что опять некие силы ввели нас в заблуждение, вбрасывая типовые чертежи зданий и сооружений железных дорог старинного исполнения. И одновременно подрисовывая дым на фото там, где его не могло быть в принципе. Паровой котел, используемый в паровозах, конечно же, был далек от идеала в техническом аспекте, и рано или поздно он был бы заменен на более совершенный. Однако вместе с тем, очень странные метаморфозы стали получать вначале не сами паровые котлы, а системы их водообеспечения. Надо отметить, системы водообеспечения в то время использовались не только для заправки паровозов, но и для покрытия всех хозяйственно-бытовых нужд персонала станций. Как всем хорошо известно, система водоснабжения паровозов не заканчивается водоподъемными сооружениями. В ней есть еще один важный узел – водоемное здание, в простонародье именуемое водокачкой. В его задачу входит накопление воды на некоторой высоте для подачи ее самотеком. Конечным потребителям, паровозам в данном случае. Остатки тех старинных водоемных зданий в больших количествах еще сохранились на многих станциях огромной страны, местами даже во вполне ухоженном виде. Величина водоемных зданий определялась удельным расходом воды или попросту производительностью. На крупных узловых станциях водоемные здания были значительно больших размеров, чем на прочих, это вполне понятно. На первый взгляд тут ничего технически сложного нет. Но это только на первый взгляд. А в чем дело? Ну, судя по тому, что в водоподъемных зданиях, смотри, прошлую статью, стояли какие-то непонятные устройства с трубой, не предназначенные для дыма, очевидно, секрет водоемных зданий надо искать внутри. Давайте попробуем. Это хорошо нам известное типовое водоемное здание, какие по всей стране лепили сотнями практически на всех полустанках, где была в них потребность. Несколько маленьких деталей. Дымовая труба, обозначенная недвусмысленно на чертеже, внезапно обрывается и установочных мест под топку не обозначено. Сама дымовая труба явно не является одной из стенок котла, она пропущена через гильзу и сверху толрипами закреплена к несущим конструкциям крыши. По поводу первой детали судить сложно. Возможно, инженер упростил себе работу, чтобы не загромождать чертеж. А вот по второй возникают вопросы. Для чего дымовую трубу провели через гильзу сквозь котел? Теплоотдача на воду в баке в данном случае ухудшается в разы. Давайте просто будем считать, что в данном случае чертеж рисовал далекий от теплотехники человек, и посмотрим на другие чертежи. Это альбом исполнительных типовых чертежей Московской окружной железной дороги 1903-1908 годов. Видно, что рисовали уже более-менее компетентные люди. Достаточно грамотно прорисованы трубы подачи и забора воды в баке, а также отопительное устройство внизу по центру. Вглядимся более подробно. Вполне логично, что дымовая труба опять проходит через гильзу в котле, не касаясь стенок. Поскольку сварки в те времена не было, баки делались на клепках. Из-за малейшего теплового расширения в деталях бака образовались бы щели, через которые вода стала бы утекать. Для подогрева воды использовались специальные циркуляционные трубы, связанные внизу на обычный топливный котел. Чтобы подогреть воду в верхнем, например, баке, надо было пустить воду через растопленный котел по направлениям, указанным стрелками. Теоретически, вода так может пойти, если бы не одно. Но чтобы вода циркулировала, с верхнего загиба надо сделать подсос. При такой длине труб и их диаметре сделать это человеческими легкими невозможно. А без этого вода будет просто стоять, и если даже ее нагреть, будут просто тучи пара и никакой циркуляции. Нечто похожее наблюдал неоднократно, когда горе-мастера неправильно делали водяное отопление. Получается, нарисовали хорошо, да вот беда с принципом действия. Еще один ляп. При таком объеме здания, как водоемное, и наличии специфического элемента нагрева, помимо воздуха воды, зимой он должен топиться непрерывно, и его размеры должны быть значительно больше,
во избежание промерзания подводящих и отводящих труб. Постоянной циркуляции в этих трубах не было, вода в них периодически стояла, поэтому проблема эта зимой имела место быть. А что же получается согласно чертежам? Ну, как минимум, что история отечественной промышленности нам что-то не договаривает. Как максимум, что весь свободный доступ архивных документов наполнен псевдоисторическим фальсификатом, рожденным после 1920 года. И к моменту оцифровки он пожелтел так, что от документов XIX века его визуально уже не отличить. Иногда бывает, по упущениям цензоров, мелькает правдоподобный материал, но это скорее исключение, чем правило. А в данном случае нам на чертежах подсунули обычный дровяной титан, который в 20 веке использовали вплоть до заката СССР, и в железнодорожных казармах в частности. В водоемном здании при таких размерах он по определению работать не мог. Водоемное здание на станции Лихоборы очень загадочное. Его проект был типовым, такие же здания были установлены на станциях Черкизово и Угрешская.